Этой весной произошло событие, которое осталось без должного внимания в наших кругах. На Твиче прошел большой онлайн-чемпионат по Counter-Strike 2. Организатор, инновационный колледж в Татарстане, предложил приз в 600 тысяч рублей и пригласил участвовать звезд мирового киберспорта, включая победителя официального чемпионата мира. Освещать события наняли известных стримеров с суммарной аудиторией под 5 миллионов человек. В пиковые моменты стримы одновременно смотрели несколько десятков тысяч пользователей. Огромные цифры для регионального турнира. Все с целью, как заявлялось, популяризировать киберспорт среди студентов и интегрировать современные технологии в образовательную среду. Ну и отрекламировать сам колледж среди пользователей Твича, подростков и молодежи. Стримеры вешали баннеры, включали рекламные ролики учебного заведения, а еще предлагали зрителям сходить на сайт колледжа и подумать, вдруг они хотят там учиться. Именно в Алабуга Политех вы можете, к счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса. Потом вы входите, у вас уже есть и опыт работы, и легче трудоустроиться. Поэтому буду вам благодарна, если перейдете, ознакомитесь. Мероприятие шло отлично. Стримеры стримили, игроки играли, колледж рекламировался. Пока все это дело не заметил стример Алексей Губанов, он же Хесус. Вот что он написал у себя в соцсетях. Ебать их уевшие пидоры, уже турниры проводят от имени Алабуги ебучий. Хесуса можно понять, ведь Алабуга Политех, колледж, проводивший чемпионат, известен тем, что привлекает студентов, в том числе несовершеннолетних, к сборке гераний, локализованной версии иранских беспилотников «Шахед». Собранные студентами беспилотники потом летят на украинские города. Из-за этой сборки дронов общежития и сборочные цеха уже подвергались ответным ударам и вообще являются одной из приоритетных целей для ВСУ, так что учиться там совсем небезопасно. Особенно сейчас, когда Украина наращивает производство собственных крылатых ракет. В обозримой перспективе может обзавестись и баллистическими ракетами. В таком случае, часть из них явно полетит в Алабугу. А еще Алабуга с самого начала войны под санкциями и США, и Евросоюза. О чем стримеры, предлагавшие поехать туда учиться, зрителям не рассказывали. Хесус и его подписчики пожаловались на стрим в поддержку Твича, но получили отписку, мол, не видим нарушений. Тогда новость закинули в Твиттер и подняли в топ. Мол, на Твиче вовсю зазывают молодежь на российское военное предприятие. И тут уже Твич вынужден был отреагировать. Несколько часов спустя аккаунт Алабуги Политех был заблокирован. Следом в бан полетели стримеры, участвовавшие в чемпионате. Через 3 дня блогеров, зачистивших свои аккаунты от рекламы Алабуги, начали на Твиче разбанивать. Но затем рекламировавших Алабугу стали банить и в ТикТоке, и на Ютубе. Причем это были уже сотни каналов, от мелких нишевых до миллионников. По всей видимости, в ближайшее время на крупных платформах ни один блогер не решится брать деньги за продвижение Алабуги. Мы решили сделать этот ролик, когда увидели, что скандал с Алабугой прошел слишком незаметно. Он прогремел в нашей политизированной среде, но о нем не узнали те, кому знать жизненно необходимо. Целевая аудитория этой рекламы. Школьники, родители и учителя. Все, кого много лет убеждали, что Алабуга – это возможность получить современное высокотехнологичное образование и надежное будущее. Им нужно знать, что Алабуга Политех – это большая ловушка. Сегодня об этом мы и поговорим. Вначале 2 вещи коротко. Во-первых, хочу напомнить вам про свой проект Релокац, который помогает переехать в другую страну. Раньше это был просто сайт с удобной систематизированной информацией, он и сейчас такой, но теперь еще помогает консультациями и с оформлением документов в других странах. Если собираетесь переехать, обязательно обращайтесь, ссылка в описании. Также по ссылке в описании вы, как обычно, найдете способы обойти российские блокировки интернета. Среди них VPN Liberty, он дает 30 дней на тест бесплатно. Для начала давайте разберемся, что такое вообще Алабуга и Алабуга Политех. Еще там есть Елабуга. И какая между всем этим связь? Алабуга – это особая экономическая зона в Татарстане. И начиналась она как история успеха российской экономики. Особые экономические зоны появляются, когда государство решает всерьез привлекать иностранные инвестиции. Логика тут такая. Сделаем международному бизнесу предложение, от которого он не сможет отказаться. Приезжайте, мол, к нам в конкретную точку, стройте здесь завод, завозите оборудование, нанимайте местных, а мы вам налоговую скидку. Или вообще налоги отменим. А тут все сошлось.
Крупный бизнес вообще очень чувствителен к налогам, особенно на ранних стадиях развертывания производства. А Россия в нулевых очень нуждалась в инвестициях, причем даже не для денег, денег уже было много, но для технологий. От передовых производств наша промышленность отстала на десятки лет. И вот в 2006-м правительство принимает закон об особых экономических зонах и запиливает две первые. Одна из которых как раз под Елабугой в Татарстане. А назвали ее в честь Елабуги как раз Алабугой, как название города звучит на татарском языке. И место это было выбрано не случайно. С одной стороны, рядом три крупных города – сама Елабуга, Набережные Челны и Нижнекамск. То есть с рабочей силой в особой экономической зоне проблем не будет. Плюс логистически место удобное. Железная дорога, федеральная трасса, еще даже доступ к судоходным рекам и выход к Каспию и Балтике. На выгодное во всех отношениях место внимание обратили еще в советские времена. Построили в Набережных Челнах завод КАМАЗ, а напротив, как раз на месте нынешней Алабуги, запланировали еще более грандиозное производство. Тракторный завод, но такой, чтобы еще и танки выпускал. И, судя по всему, масштаб планировался гигантский. Для чего СССР создал такую же гигантскую с огромными запасами инфраструктуру. Электростанции, а к ним распределительные узлы до Алабуги, чтобы киловаттов там было прям сколько хочешь. Газопровод высокого давления, чтобы лимитов на потребление никаких. И даже автодороги там проложены суперусиленные, чтобы выдерживали любое строительство и перевозку сверхтяжелых станков и вывоз тяжелой продукции. Ну и по мелочи, водозабор там всякие, очистные сооружения. В общем, все коммуникации и никаких ограничений. И это уже совсем другое дело. Потому что в мире много особых экономических зон, где тебе предлагают арендовать землю в чистом поле. Но электричество дорогое и с лимитами, а газ подведут когда-нибудь потом, может года через 2, ну и это не точно. И такое даже отмена налогов не компенсирует. А в Алабуге было буквально все. И команда там подобралась профессиональная, которая так распиарила эти преимущества Алабуги, что инвесторы просто повалили. Там открыл завод Ford, там производили почти весь ламинат в России, там запустили производство сложных композитов. И когда встал вопрос, где делать путинское авто, аурусы, их стали делать в Алабуге. Для правительства в Москве Алабуга вообще стала ответом на любые технологические кризисы. Типа, из-за санкций нельзя ввести крыло для нового российского самолета. Алабуга сделает свое. И Алабуга реально делала. Туда в самом деле пришли инвесторы. Не только с деньгами, но и с технологиями, с корпоративной культурой. Примерно в середине десятых Алабуга уже была супер успешной. Не только по российским меркам, а по мировым. Financial Times признавал Алабугу вообще лучшей особой экономической зоной для крупного бизнеса в Европе. Дела у них шли исключительно хорошо. Безупречная репутация. В федеральном правительстве были очень ими довольны. Ими гордился Татарстан. В какой-то момент они выпустили план развития, который даже глава республики Рустам Минниханов подписал. Видимо, не читая. Потому что в плане этом они обязались до 1948 года включить в особую экономическую зону Алабуги спутники Юпитера. Тогда же стали проскальзывать нотки инфобизнеса, типа «разрабатываем пути, как жить 700 лет». А еще, мол, поставим на поток создание гениев, вроде Илона Маска. И так началась история создания политеха. Об этом расскажем после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если вы планируете поехать за границу этим летом, стоит подготовиться заранее и на всякий случай завести себе карту-другую иностранного банка. Причем такие, чтобы пополнять можно было прямо с российских карт и выводить обратно. Однако стоит быть внимательным. Сейчас появилось немало мошенников, предлагающих открыть зарубежную карту, и среди них есть и клоны уже известных и надежных компаний. Поэтому используйте верные ссылки и выбирайте проверенный сервис. Например, сервис MasterCard Bridge. Его основал мой зритель Данила еще в 2022 году. Он работает с банками напрямую, поэтому цены у него доступней, а сроки открытия от 1 дня. Кроме того, Данила дает гарантии. Вы либо получите карту, либо вам вернут деньги в полном объеме. Ситуации бывают разные, да и законы другой страны могут резко измениться, поэтому такая гарантия будет не лишней. Данила открывает карты уже больше 4 лет. Он знает об этом все и до нюансов. Вы можете написать ему напрямую, и он абсолютно бесплатно разберет конкретно вашу ситуацию, подскажет решение и направит. А карта пригодится вам не только в поездке при бронировании отелей, авиабилетов и оплате покупок.
Вы также сможете оплачивать зарубежные сервисы – Spotify, Netflix, Steam, ChatGPT. Сможете пользоваться Swift, подключить карты к Apple Pay или Google Pay, хранить деньги на зарубежном счете в валюте, получая проценты. Кстати, если у вас есть уже карта Казахстана, Данила поможет ее продлить на 5 лет и доставит вам. Сейчас цены на открытие карты выгоднее, чем когда-либо. Однако и возможностей с каждым месяцем становится все меньше. Поэтому лучше не тянуть. В описании к ролику у меня стоит оригинальная ссылка на сервис MasterCard Bridge. По промокоду MaximCats скидка в 30%. Продолжаем. Когда особую экономическую зону создавали в середине нулевых, был избыток рабочих рук. В регионе не хватало рабочих мест. Но со временем ситуация на рынке труда наладилась, и оказалось, что немецким, турецким, французским заводам, привлеченным в Алабугу, не хватает людей. Плюс обнаружились недостатки российской системы среднего профессионального образования. ПТУ и колледжи просто не выпускали специалистов, которые умели бы работать с современными станками. Тогда-то креативное руководство Алабуги решило готовить таких специалистов своими силами. Набирать подростков после 9 класса со всей России и растить из них, как заявлялось, Илонов Масков. Ну а заодно операторов для заводов турецкого пластика, немецкого утеплителя или автомобильных плат. Этот проект тоже задумывался масштабно. Выпускать 10 тысяч человек ежегодно, обучение полностью бесплатное и на топ-оборудовании, проживание в современных хостелях и не просто практика на производстве, а самая настоящая работа, прямо с первого курса, с достойной зарплатой. И плюс мотивация, геймификация и прочие признаки прогрессивного современного социализма, этого образования. И вот в 2021 году состоялась церемония открытия, пошел набор. А через год началась война, и зарубежные инвесторы начали приостанавливать производство. Когда началась мобилизация, в Алабугу, как и на все другие предприятия России, стали приходить разнарядки, сколько людей сдать в военкомат. Руководство начало прикидывать варианты. Какое-то время набирали добровольцев, оформляли их на работу и отправляли в военкомат от предприятия. Но это все было дорого и ненадежно. И добровольцам платить, и нести убытки от ухода инвесторов. Был и другой путь – получить оборонзаказ. Так, в инновационных корпусах Алабуги стали собирать дроны «Шахед» по иранской лицензии. Уже в 2022 году с Ираном было подписано соглашение о франшизе, а в начале 2023 началось переоборудование Алабуги под военное производство. Тогда же, в 2023 году, проект «Протокол» и YouTube-канал «Разворот» выпустили громкое расследование о том, что в сборке участвуют студенты, в том числе 15- и 17-летние. В этом ролике мы использовали их материалы. А в апреле 24-го по хостелю в Алабуге прилетел первый украинский дрон. Внутренняя кухня Алабуга Политех, которую вскрыли журналисты, очень отличалась от глянцевой картинки, которую транслирует реклама. К слову сказать, рекламы у Алабуги всегда было очень много. На каком-то этапе они дошли до того, что выкупили баннеры на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Причем произошло это в ноябре 22 года, когда война уже вовсю шла. Вообще удивительно, как мало было известно о том, что происходит внутри, пока не вышло расследование. У этого есть причина. В договоре об обучении был отдельный пункт. Студенты брали обязательство не разглашать ничего, что происходит на территории кампуса. Кажется, студенты могли бы и забить. Что им сделают? По общей логике максимум отчислят. Но в Алабуге вход рубль, выход 2, если не 100. Ведь отчисленный обязан вернуть деньги, потраченные на его обучение. А поскольку договор подписывают и родители, отвертеться от оплаты очень непросто. По разным источникам речь идет о сотнях тысяч или даже миллионах рублей. При том, что студентами чаще всего становятся подростки из небогатых семей, суммы эти для них неподъемные. При этом отчислить могут за что угодно, не только за разглашение внутренней информации или неуспеваемость, но и, например, за неучастие в корпоративной игре. Про геймификацию мы уже упоминали. Так вот, в начале каждого года все студенты обязаны участвовать в общей игре в пейнтбол. Отказаться нельзя. По договору студенты должны участвовать в корпоративных мероприятиях. Самочувствие или плохая погода не оправдание. Отказавшихся могут отчислить, а проигравших наказать. Заставить рыть окопы в дождь или подвергнуть расстрелу пейнтбольными шариками. Расстрел был не у стенки. На улице просто на расстоянии, наверное, 3 метров. Разные команды по-разному наказывали. Некоторых заставляли долго допоздна бегать вокруг политеха в дождь. Якобы повысить выносливость.
Там иногда жестоко наказывали, когда твоя команда проиграла. То там могли просто расстрелять теми же шариками. Вообще это очень больно. Особенно для тех, у кого кожа чувствительна и синяки долго не проходят. Вот у меня за неделю они не проходили. Сам капитан говорил: вот вы сегодня плохо сыграли. Давайте сейчас каждого по очереди расстреляем. И все это ради замысла руководства о лидерстве, мотивации и развитии патриотизма. Вот что говорил об этой игре заместитель гендиректора Алабуги Сергей Алексеев. Цель пейнтбола – отсеять слабаков и сопляков на первоначальном этапе. Они должны отчислиться сами, студенты должны страдать, им должно быть больно. При этом надо иметь в виду, что параллельно с этим всем студенты и учатся, и работают, правда, совсем не за обещанные в рекламе суммы в 150 тысяч рублей, а за 30-40 тысяч. И работа эта вредная, связанная с химикатами, от которых могут быть ожоги и аллергические реакции. А еще и расписание учебы с работой не особо согласуется, и отказаться нельзя. А если студент работает на сборке дронов, пригляд за ним становится особенно интенсивным, и разглашение внутренней информации тянет уже не просто на отчисление, а на уголовку за госизмену. Прецедентов пока не было, но предупреждения студентам поступали. Если вы думаете, что в результате такого напряжения сил и стресса в итоге студенты получают престижный диплом, то и это не так. Дело в том, что Алабуга политех не университет, как его называли некоторые рекламировавшие его блогеры, и даже не колледж, а лишь дополнительные курсы при Елабужском политехническом колледже. И этот Елабужский колледж в конце выдает диплом за обучение по обычным, нисколько не инновационным программам. Стоит ли говорить, что за границу с таким дипломом уж вообще никак не сунешься, потому что Алабуга это под всеми возможными санкциями. Отдельно имеется история, как в этот престижный инновационный колледж в Алабуге заманивают африканских студенток совершенно мошенническим методом. По информации расследователей, инициатива была спущена с самого верха, от гендиректора Шегевалеева. Мысль, которая, очевидно, родилась в его голове, была такой. Сначала молодых людей, студентов Алабуги, регистрировали в Тиндере, а дальше от их имени вели переписки с девушками из стран Африки и предлагали, мол, а давай вместе поступать в Алабугу, там круто. Так им удалось заманить в Татарстан несколько десятков девушек. Некоторые из них пострадали во время прилетов дронов ВСУ. Нужно сказать, до этого года руководство Алабуги старалось не афишировать, что использует подростков на сборке дронов. Показывала в соцсетях лаборатории, хостелы и подростков в фирменных комбинезонах. Это преподносилось как уникальное дуальное образование, то самое совмещенное с работой и лучший старт карьеры для школьника. Создавалось впечатление, что вчерашние школьники там заняты программированием, робототехникой и вообще мирными высокими технологиями. То, что этих же детей по ночам в 12-часовые смены заставляют вручную обмазывать токсичным клеем корпуса баражирующих боеприпасов, оставалось за кадром. Но в начале этого года в Алабуге, видно, решили, что стесняться больше нечего, и запустили рекламную кампанию. Сняли видео с подростками, которые с гордостью рассказывают, что работают на военном производстве. Вот, например, Дарина, ей 16 лет. Я учусь в Алабуга политех и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной. А вот 17-летний Александр. Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной. Между тем, прилеты украинских дронов по Алабуге повторились в 2025 году. Режимы воздушной и беспилотной опасности в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске объявляют регулярно. Дальнобойные украинские дроны теперь и сюда прилетают регулярно. Уникальная корпоративная культура с расстрелами студентов из пейнтбольных маркеров за проигрыш в соревновании, тяжелые условия труда и опасность с воздуха превратили Алабугу в своего рода мем. На Ютубе часто такое бывает. Если попадается фрагмент из фильма ужасов или ролик с какой-нибудь хтонической дичью, русскоязычные комментаторы пишут: «Обычный день в Алабуга политех». Дурная слава Алабуги разошлась довольно широко. Однако реклама этого учреждения распространяется еще шире. Поэтому, если среди ваших знакомых есть люди, кто подумывает туда поступить, поговорите с ними. Постарайтесь объяснить, что Алабуга политех это никакой не IT, не прогрессивный инновационный университет. Он вообще не про учебу. Это ориентированный на войну бизнес, который под видом перспективной учебы привлекает детей собирать дроны.
Всякого студента он делает фактически участником войны и подвергает большому риску. Не поступайте в Алабугу. До завтра.